Всем привет! Как известно, сухой кашель очень трудно поддается лечению. Поэтому ингаляции в сочетании с основной терапией заболевания, вызвавшего это неприятное состояние, являются очень действенным средством. Такие целительные процедуры дают прекрасную возможность эффективно смягчить и увлажнить слизистую оболочку дыхательных путей, а также полностью справиться со многими респираторными проявлениями, устранить спазмы бронхов и снять воспалительный процесс. Ставьте лайк под видео, так вы помогаете развитию канала. Приятного просмотра! Процедуру можно провести обычным паровым способом. Необходимо только помнить, что со времени обеда или ужина должно пройти не менее 90 минут. Готовить лечебный раствор рекомендуется следующим способом. Чайную ложку соды добавить в литр воды и прокипятить 5 минут. Сюда же можно присыпать лекарственные растения, а также влить эфирные масла. Избавлению от сухого кашля наилучшим образом способствуют апельсиновое, можжевеловое, мятное, пихтовое, сосновое и эвкалиптовое масла. Тем не менее, паровые ингаляции не стоит проводить, если у пациента в это время наблюдается сильный жар. Необходимо воздержаться от проведения такой процедуры, если у человека присутствует аллергия на соду или другие компоненты. Также ингаляции не рекомендуются тем, кто страдает гипертонической болезнью и тахикардией. Целебное свойство ингаляций заключается в том, что они переводят сухой кашель во влажный. И это, в свою очередь, способствует отделению мокроты, тем самым облегчая общее состояние пациента. При простудных заболеваниях ингаляции помогают не только справиться с сухим кашлем, но и устранить заложенность носа и облегчить дыхание. Они позволяют уменьшить интенсивность инфекционного процесса и снять воспаление. У некоторых людей сода может вызвать аллергическую реакцию. В этих случаях возникает головокружение, развиваются запоры из-за общего повышения щелочной pH в организме, а также отмечается сильная общая слабость или тошнота. В таких случаях ингаляции необходимо сразу же прекратить, а после обязательно посоветоваться с врачом. Сода издавна известна как сильное отхаркивающее и муколитическое средство. Тем не менее, ингаляции рекомендуется проводить в комплексе с основным лечением. В случае с сухим кашлем результат часто наступает уже после первого применения. Процедура не только помогает в избавлении от трудноотделяемого секрета из бронхов, но и способствует расширению их просвета. Кроме того, устраняются болезненные хрипы и свисты в груди. Надеюсь, этот ролик оказался для вас полезным, и вы справитесь с сухим кашлем. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.